Хай-хоу, ребят, с вами Action. Итак, это влог, это мой влог. Сегодня 28 мая, хэштег мая 28. Вспоминаем 2017 год. Ладно, 2017 год был 9 лет назад, а сейчас 2026. Короче, май 28. И сейчас уже май 28 не означает перезагрузку канала. Сейчас май 28 означает, что сегодня выходит фильм Backrooms, да. Причем не просто Backrooms, какой-то местечковый фильм, а, во-первых, студия A24, которую я уважаю, люблю. А во-вторых, снял его никто иной, как Кен Парсонс или Пиксельс. Чувак, которому 20 лет, который, ну, фактически, он меня младше на год или полтора где-то. В общем, и он снял фильм голливудский по своей же истории по Бэкрумсу. Короче, для меня это много что значит, я хочу сказать, поэтому я хотел, и я пошел на этот фильм в итоге. Как вы видите, я приоделся, ну, не знаю, насколько это видно, но, в общем, я решил выбрать, как по традиции, когда шел на Пингеймер, я помню, одевался как Пингеймер, потому что я хотел
соответствовать. Сейчас я соответствовать, не знаю, стены из Бэкрумса. На вполне похожая рубашка, просто я подумал, надо приодеться так, как персонаж. Я не знаю, выгляжу ли я как персонаж, как дебилой. Ну ладно. Я не знаю, зачем я решил это снимать, честно. Я не знаю, зачем, потому что, мне кажется, показалось так прикольно, если я это засниму. Я иду в кино один. Мне кажется, это мой первый случай, когда я иду в кино один. Так более того, я иду в кино один не просто абы где, а в Сербии. Буду что-то снимать, что-то показывать. Не знаю. Боюсь опоздать, на самом деле, потому что мне ехать минут 40. Но сейчас еще пробка впереди вроде как нарисовалась. Вот, а у меня фильм будет через, где-то час примерно. Короче, надеюсь, успею, все будет ок. Не знаю, что буду снимать, это экспериментальный такой формат. Так что вот, такие дела. Че, погнали? Здесь, сзади меня тот самый мол, в котором я буду смотреть. Капец, а как же некомфортно все же снимать влоги. Вот я сейчас не знаю, я никогда реально влоги-то особо... Нет, была попытка снять у меня влоги, я помню. В далеком 2016 году у меня были попытки снять влоги, которые не вышли в итоге никуда. Может, я такой, наверное, записываю мини-влог, что ли? Какие ДНК. Это опять же таки мини-влог, который, скорее всего, никого не попадет на мой основной канал и будет в закрытом доступе на STFT. Вы увидели его? Он красава вообще. В общем, сейчас я нахожусь на ВДНХ в центре. И тут цветочки. Да, тут цветочки. Итак, время сейчас 6 вечера, 6:03. Вот, в итоге я успел еще до сеанса чуть меньше получаса. Вот, поэтому сейчас я пойду куплю снеков и в целом все, буду тусить, ждать, пока начнется, и буду, наверное, записывать все это в целом, так что let's go. В любом случае будет дешевле, чем покупать попкорн. Так что берем их, будем ими питаться, пока смотрим. Короче, весь потел. Не знаю, прям погода жаркая, но смотрите, что. Чуть не упал, пока это показывал. Но время еще 6:13, то есть еще больше 15 минут до начала сеанса. Я не знаю, сесть или погулять еще. Я думаю, чуть-чуть еще прогуляюсь. Пожалуйста. Давайте заценим, пока что здесь еще есть. Вот на этот фильм, кстати говоря, я хочу тоже сходить. Мой сеанс. Атмосфера кино, какая же она клевая. Да, ради интереса, какие тут еще цены есть. Вот за вот этот пакет попкорна с Майклом Джексоном нужно отдать почти косарь динар. А вот за еще колу 2. Охереть. Ну я в ценах все перейду, конечно, как это будет. Но это просто жопа. Давайте покупают. Короче, я ожидал, что здесь будет какой-то, не знаю, постер большой с Бэкрумсом, но, по-моему, ни хера нету. Блин, было бы круто, если бы они сделали просто какую-нибудь стенку, не знаю, покрасили в этот вот цвет. Ну, короче, они ничего в итоге не сделали, поэтому даже ничем не фоткаться. Ладно, я сфоткаюсь как-нибудь потом, после уже фильма, я не знаю, как-то. А пока что, надо, короче, выйти пока на веранду, подышать воздухом, хотя там, наверное, жара жесткая. Вот, я все еще не был в Taco Bell. В Белграде недавно открылся, в целом, Сербии первый Taco Bell. Я бы очень хотел на него сходить, но не сегодня. Я вчера, кстати говоря, праздновал свой день рождения год назад. Ладно, посидел немножечко на веранде. Все, идем на Бэкрумс. Время уже без 7 минут премьера. Блин, иду реально как будто на свой фильм.
Но на меня это важно, не знаю. Я смотрел фильм еще, когда он был сериалом. Ой, точнее не фильм, а этот Бэкруп смотрел. И сейчас он выходит. Блин, ну это, не знаю, это круто. Вот. Это смотреть, как аналог становится... Как аналоговый хоррор стал в итоге полноценным ТВ-шоу. Меня не впускают пока что. Я не знаю, зал не готов или что-то типа такого, но... Чекай. Ну, да. Я думаю, появится какая-то циферка здесь на двоечка. Мне зал 2, насколько я помню. Вообще, я первый раз только вижу, что не пускают так долго в кино, потому что, ну, до сеанса меньше 5 минут. А так держит. Обычно, типа, там можно было проходить заранее, я не знаю, как-то подозрительно. Все, зал 2, идем. Все. Погнали. Говорит, зал не 2, а 3. Говоришь, садись где угодно. What the fuck? Почему так? Что-то не так с залом. Ну, короче, мы идем в зал 3, а не 2. Короче, не сюда, а вот в тот зал. Но если он не меньше... Блин, если я вообще правильно его понял. Я думаю, да, я правильно понял. Так, давайте смотреть. Пам-пам-пам. Третий зал, давайте смотреть. Итак, за центр зала. Садись где угодно, говорит. Ну все, я на месте. И тут сел. Я близко сижу, потому что у меня нет очков. И у них такая странная реклама, вот. Еще все ждем. Увидимся после кино, я так понимаю. Вот на это я тоже пойду, кстати. Через недельку, наверное. Ну, хватит, в следующей неделе как раз. Возможно, уже в этот же кинотеатр прям. Have you ever done something that you regret? What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. Началось, ребята, началось. Смотрите, все на компьютере, как будто. Все, ребят, без спойлеров я отрубаю. Ну вот как бы и все, фильм закончился, концовка, концовка конченая, я не знаю как, это просто лютый какой-то клиффхенгер, точнее не клиффхенгер, а просто, ну, скорее как обрыв, концовки здесь нету, я не знаю. Сейчас я досмотрю титры, короче, и запишу рецензию. Вот я вышел, время 8:30 что ли. Понравился ли мне фильм? Да, мне фильм понравился, он не зашел, он классный, он интересный, его интересно смотреть. Я где-то поймался на мысли ближе к концу, что, блин, я не хочу, чтобы он заканчивался. Я понимаю, что сейчас это случится, типа я знал, что он короткий, типа он длится, ну там минуту, да. Что он длится там 1:45, типа это очень мало, я понимал, ну блин, как я не хотел, чтобы он заканчивался, это капец просто. Вот, ну короче, блин, сесть. Может быть, здесь такое местечко красивое за вот этим фонарем. Во-первых, это круто. Это очень круто. Учитывая, что этот фильм режиссировал, повторю, 20-летний парень. Блин, почему я сижу так, как будто это реклама Microsoft? What the fuck?
Ну ладно, режиссура классная, я могу сказать точно, режиссура классная в этом фильме. Клево снято. Видно, что качество было значительно приумножено веб-сериала. Причем самое крутое, что качество приумножено, но при этом стиль Кейна Парсонса остается. То есть вот я смотрю, я вижу, как поставленный кадр, я понимаю, что снял именно он. У него есть какой-то свой стиль в режиссуре, я не знаю, как объяснить, в операторской работе, что ли. Короче, у него множество кадров, иногда кажется, что они как будто стоковые. Знаете, типа вот, ну, в интернете есть стоковые какие-то картинки, стоковые видосы, когда там какие-то люди, корпорации, какие-то что-то такое. Короче, видосы, которые используют для того, чтобы сделать какую-нибудь рекламу. Вот, когда ты не хочешь снимать, но тебе нужны какие-то футажи. Короче, у Кейна Парсонса есть какое-то необычное видение, он умеет выставлять кадр так, как будто это выглядит как футаж. Ну, это неплохо в том смысле, это именно ощущается как, ну, просто это какой-то создает вайб такой, какой-то искусственности, но опять же таки не киношной искусственности, а скорее какой-то, я не знаю, зловещей искусственности, что-то такое. У меня нет никакой придирки реально к тому, как это снято, с точки зрения того, как это снято хорошо. Вот, по поводу музыки еще могу тоже сказать. Музыка классная, я имею в виду саундтрек сам. Саундтрек очень клевый. А саундтрек писал сам Кейн, что круто. И он очень клевый, очень лиминальный, он очень много делал омажей на существующие лиминальные треки в оригинальном сериале. Так вот здесь он пошел по тому же пути. Саундтрек прям, ну, клево дополняет действительно картину. Какая сама идея, так понял, у фильма? Ну, сама, скорее, концепция, не только что это Backrooms, а именно конкретно концепция Backrooms, потому что я уже видел много концепций Backrooms, но скажу, мне не особо нравится концепция Backrooms, которая существует в сообществе, популяризирована, вот эти вот уровни и прочее, типа, да, вот интересно покопаться, посидеть, почитать, но что-то из этого серьезное я не вижу, вот честно. Блин, мне не нравится, что я реально сижу вот так вот около этой... Почему я сижу около Microsoft? Но мне очень зашла концепция Кейна Парсонса. Она как будто самая массовая, не знаю, правильное слово подобрала или нет. В общем, она подойдет, ну, она себя сочетает, как будто все идеальное. Там вроде и монстры, есть какой-то и ужас, но при этом там нету какой-то прямо большой зацикленности на том, что там какие-то там дохера каких-то монстров и прочее. Там и вроде есть и разные уровни, но при этом тоже это все выглядит как-то более лаконично, а не как-то, ну, как-то странно в этой... Господи, я смотрю, мне казалось, что это Backrooms стена, это, мне казалось, что это постер, короче, Backrooms, а какой-то, что это, Буди, друг, Буди, господи, что это такое, это капец странно, выглядит вообще издалека, вот, типа, вот так вот, я смотрю на это, вот просто сейчас, это, блин, выглядит, как будто стена из Backrooms торчит, господи. Backrooms сам по себе здесь как работает, как будто бы искусственный интеллект пытается описать, имея очень мало информации, как выглядит наш мир, вот примерно так. Там несколько раз повторялось вот в этом вот фильме, что типа, это как будто ты никогда не видел собаку, но ты ее описываешь. Точнее, фраза там была такая, переведу ее дословно. Это как будто бы ты описываешь человеку, который никогда не видел собаку, как она выглядит. И потом этот человек ее рисует. И вот рисунок, который получается, выходит таким же непонятным и странным, как пространство в Backrooms. По такому принципу пространство в Backrooms и работает в вселенной Кейна Парсонса. Оно как бы берет информацию, описание реального мира и пытается его воссоздать. Почему оно так делает, я не знаю, тут надо разбираться больше в лоре, но сама идея такая, и она очень клевая. И вот это вот, на самом деле, вот эта фраза, которую я сказал, это отличное видение, созданное для людей, которые никогда не были знакомы с Backrooms, которые не видели вообще эту пикчу, которая была на Reddit и прочее это, которые именно впервые вообще с этим знакомятся, и они должны понять, что за прикол вообще в Backrooms. И вот эта фраза, она отлично это описывает. Потому что этот вот эффект зловещей долины в этом и есть. Это место, которое описывает, точнее, скорее, вспоминает то, что никогда не видела. И на этом строится вся зловещая долина. Соответственно, у Кейна Парсонса какая идея? Это я сейчас говорю, описываю сериал, это не про фильм говорю пока что. Фильм привлекает с этим, так что, наверное, это относится к фильму тоже. Async создала Threshold, типа проход в мир Backrooms. Только я не понял, правда, она создала сам Backrooms, это пространство, или же именно проход. Вот я до сих пор это не понял, но как будто бы сериал говорит о том, что это они создали сами. То есть они пытались сделать некое бесконечное пространство, и в итоге они сделали Backrooms. Вот, закулисье. И, короче, это закулисье, оно берет информацию каким-то образом, я не знаю каким, берет информацию из мира и ее пытается воссоздать. Но делает она это совершенно жутко. Появляется эффект зловещей долины. Вот. А в целом Backrooms, мне кажется, это именно про это, про эффект зловещей, мать ее, долины.
и там на этом все строится. И это очень клево. Это очень клево, что такая концепция была взята и использована в фильме. По поводу теперь непосредственно самого сюжета. Он интересный, он интересно закручен, но мало. Во-первых, мало. Ну, типа, 1.45 это реально явно было недостаточно для Бэкрумса. Я не знаю, будет ли вторая часть, и если будет, я, конечно, ее жду, но мне бы хотелось, конечно, чтобы все... Не знаю, мне кажется, фильму надо было бы еще где-то добавить, ну, хронометража где-то часик еще, и они бы могли полностью его клево раскрыть. А сейчас как будто, блин, ну, какой-то недосказанность есть. Я говорю про это, что концовка там такая, блин, ну, она обрывается, как будто дальше должно что-то еще идти. Ну, можно было бы добавить еще часик, и это было бы клево. Есть момент, который меня особо зашел ближе к концу. Здесь идет речь о сцене, в которой они сидят за одним столом в Бэкрумсе, и я без спойлеров просто хочу сказать, в ролике, Том, я сказал много спойлеров, поэтому я решил просто без спойлеров конкретно сказать моментик, что есть одна сцена, которая, на мой взгляд, странно в итоге арка-то решается, персонажа Кларка. Там была действительно слабая часть самого сценария, которая была из всех, вот в этой сцене, потому что там ну, как-то не особо хорошо все пошло в психологию. Это очень выглядит по написанному и не очень хорошо написанному. Более того, я глянул несколько еще обзоров на Бэкрумс. Все ссылаются тоже на эту сцену, они все говорят, что она плохая. То есть эта сцена объективно плохая была, но я вот сейчас вспоминаю и понимаю, что это, наверное, единственная самая плохая сцена, остальное все было хорошо. В остальном все понравилось. Но вот эта вот одна сцена, в которой как бы все как-то там происходит. Короче, она вот стрёмная. Ну, стрёмная не в плане хоррора, стрёмная в плане драматургии. По поводу персонажей еще скажу. Персонажи окей. Вот про персонажей ничего не могу сказать. Вот персонажи как персонажи, вот честно. Типа они вроде бы какой-то пытались дать драматический сюжет для психологини вот этой вот, которая с Кларком общается, что вот у нее какая-то там, я вот, ну, типа мама, что-то она там, ну, я не особо понял, как они в итоге, ну, короче, вроде ок, ладно, типа за конфликт психологини я скажу ок, за конфликт Кларка, вот я по нему не могу сказать, что это ок, вот как-то, на мой взгляд, не хватает чего-то вот для того, чтобы его конфликт до конца раскрыть. Как-то очень... Вот с ним хуже получилось, на мой взгляд, я не знаю. Короче, персонажи ок, но можно было получше постараться, но не буду к этому придираться. Монтаж тоже клёво, монтаж построен в целом. Много существует таких моментов, типа WTF, типа what? Монтаж очень клёво построен, он интригует, он постоянно какую-то создает интригу. А декорация, охеренные декорации, я не знаю, воплотить бэкграунд на большом экране, это охеренно. Это очень клёво, я не знаю, ну, чувствуешь это... Вау! И моя оценка в итоге, да? Какую я поставлю оценку? Наверное, 7 хочется поставить. Я думаю, мне хочется поставить 7. 8, ну, как будто до 8 не дотягивают этот. Кейну Парсонсу, да, как буквально моему соратнику и моему, ну, одногоднику, фактически, ну, ладно, одногоднику, младше меня даже. Мне честно хочется, ну, его похвалить за старание. Это, во-первых, его дебют, это режиссерский, типа, просто вдумайтесь в это. Это режиссерский дебют. Типа, это охеренный дебют, и я очень рад за Кейна, я не знаю, хоть мы с ним не знакомы, хоть мы, ну, вообще живем на разных континентах, но я чувствую, блин, как клево, что, ну, чуваку, пацанчик, это реально получилось. Вы думали, что это рофл? У пацанчика это реально получилось. И он снял фильм голливудский, который можно вот смотреть в сербе даже. Это просто... Короче, да, мне зашло. Я готов ему выяснить оценку типа 8 поставить даже, наверное. Потому что, ну, это клево. Молодцы, короче, все молодцы. Кейну я желаю удачи. Я знал, что у него будет получаться, и это хороший стиль. Все критики там довольны фильмом. Я так понимаю, зрители сейчас тоже будут довольны. Я думаю, высокие будут оценки. Я доволен этим фильмом. Я жду либо сиквел, либо какой-нибудь, ну, не знаю, в любом случае, дальнейшее какое-то развитие творчества. Или, знаете, возможно, фильм этот сиквел не нужен, но прикольно было бы, если бы в самом сериале что-то было бы дальше про этот, ну, рассказывалось. Возможно, он поэтому и сделал такую концовку, не раскрытую, на мой взгляд. Типа я шел, в итоге вот. Все, спустился. Так, ну все, я вернулся уже домой. Все, получается, еще немножечко обдумал, как бы это все. Я доволен тем, что я сходил, я не жалею об этом. Это было клево, да и в кино ходить одному не так грустно. Это было странно, это было спонтанно, не знаю, почему я решил это сделать.
Но прикольно, вот. В общем, такие вот дела, ребятки. Собственно, все. Всем пока. Всем спасибо. Кейн, красавчик.